Вот солдат, вот он в трудной ситуации, мой муж, он в трудной ситуации. Кому вы помогаете? Служи, солдат, дальше, ты нам обязан. Но мы тебе больше ничем не поможем. Я злюсь от этого, потому что я считаю, что государство должно помогать своим солдатам. Он ушел в армию, он ушел защищать. Это государство, которое теперь на него повесило этот долг. Просто в один момент вот получилось, что нужно было решать или безопасность, или бизнес. Я думаю, боже мой, только не мы, не наше здание. Нет, это не может так быть. Он позвонил оттуда, говорит, сгорело все. Все, во что мы вкладывали деньги, оно просто сгорело. Многие вещи сгорели, многие вещи оплавились, те же самые барабаны, которые весом по тонне с лишним. Я просто был в прострации, я просто не знал, куда, что, почему. Столько времени быть в Милуим, это очень тяжело. 987 дней, ни разу не выходя никуда. Перед началом этого интервью я хочу задать один простой вопрос. Почему эта история оказалась никому не нужна? Анастасия писала блогерам, журналистам на телеканалы и русскоязычной радиостанции. Подробно рассказывала, что произошло с ее семьей. Некоторые ее сообщения прочитали. Кто-то ответил «Спасибо, мы с вами свяжемся», но никто не связался. А блогеры честно сказали: это не наш формат. Мы снимаем только позитивные истории. Об этом мне рассказала Анастасия и честно показала переписки. После увиденного мне действительно хочется понять, а что тогда является вашим форматом? Истории о том, как Израиль помогает резервистам? Красивые ролики о единстве народа? Или, может быть, публикации о том, как люди бросили все и пошли защищать страну? А что происходит, когда один из этих людей возвращается со службы и обнаруживает, что его собственную жизнь никто не защищал? Герой этого выпуска ушел на Милуим практически сразу, после 7 октября. Он защищал свой поселок и продолжал служить около 2,5 лет. А в это время его молодой семейный бизнес фактически остановился. Но кредиты не остановились, долги не остановились, пени не остановились. Для банков, кредиторов и системы он выглядел не как человек, который находится на военной службе. Он выглядел как обычный должник, который почему-то не платит. Пока он был в армии, оборудование его предприятия сгорело. Можно, конечно, спорить о страховке, предпринимательских ошибках и ответственности партнеров. И мы обязательно обо всем поговорим честно. Но пожар только часть истории. Главный вопрос в другом. Почему государство может забрать владельца маленького бизнеса на продолжительную службу, но не создать механизма, который хотя бы временно приостановит уничтожение этого самого бизнеса? Почему человек должен одновременно защищать страну, искать деньги на кредиты, спасать предприятия, разбираться с документами, искать адвокатов и доказывать всем, что он не уклоняется от долгов, а находится на Милуиме? Почему его жена должна одна оставаться с детьми, без нормального дохода и без понимания, куда обратиться? И почему, когда эта семья полностью брошенная, просит не денег, а хотя бы совета и нормального юридического сопровождения, люди только разводят руками и говорят: да, это такая ужасная ситуация, но мы ничего не можем сделать. По словам Анастасии, даже некоторые из тех, кто публично рассказывает о помощи солдатам, были готовы помочь только за деньги. А когда выяснилось, что у семьи денег нет, им фактически ответили: раз вы смогли открыть бизнес, значит должны были что-то отложить. Ведь так удобно помогать солдатам, у которых есть деньги на эту помощь, а потом пиариться в соцсетях. Я помогаю солдатам. Я сознательно не буду называть здесь никаких имен. Этот выпуск не о конкретном блогере, или конкретном журналисте, или редакторе, или помощнике солдата. Он о гораздо более глубокой и неприятной проблеме. О том, что некоторые готовы говорить о проблемах Израиля только до тех пор, пока эти проблемы безопасны, красивы и не портят общую картинку идеальной страны. Но когда появляется человек, который действительно служил, полностью отдавал себя стране, действительно потерял свой бизнес, а по возвращении оказался никому не нужным, выясняется, что его история не подходит по формату. Так вот, моему формату она подходит. Потому что мой формат — это не только истории, после которых удобно сказать, какой Израиль молодец. Мой формат — это реальные истории людей,
В том числе тех, кого государство отправило защищать страну, а потом оставило один на один с долгами, судами и личным банкротством. И если бы я сам не нашел эту семью, возможно, их историю так бы никто и не рассказал. Но сегодня мы это исправим. Это история о человеке, который ушел защищать Израиль, а когда вернулся, обнаружил, что Израиль его не только не защитил, но просто бросил на произвол судьбы. Расскажи, как тебя зовут и откуда ты приехал? Меня зовут Юра. Приехал с России в 2000 году. Служил там, приехал сюда в возрасте 20 лет, почти 21. В 2001 призвался в армию в Гевате-Ротем. В 2003 отслужил, потом работал в Автохе. Охранял людей на территориях Шатахбиб и Шатахей, сопровождал техников. В 2018 я ушел с Автохи, перешел, был Ахраи Битихут Хомарим Сукани в одной из фирм Делика. Открыл перед войной, за год открыл свой бизнес. В 2023 началась война, призвался в Милуим. А скажи, почему ты решил открыть именно производство синтепона? У меня жена швея. Она понимает в этом как бы чуть больше, чем я. Плюс это я был охранять хомарим и суканим. Что такое пластик, что такое именно полимерами, все в это, из-за этого я знаю. Как-то попалась эта тема и вещь, которая в принципе ведет везде. В матрасах, в одеялах, в подушках, абсолютно везде. И сколько денег вы вложили в бизнес и на что брали кредиты? Своих вложил чуть больше 2 миллионов. Кредитов брали потом уже после того, как уже открылся. Снял место, купил конвейер, установка хашмаля. Занимает очень немало денег. Это прямо завод был или как это выглядело? Как бы это был автоматический конвейер, загружается в хамарим, разбивается в полотно, потом в печи запекается, выходит с другой стороны, полволны синтепона. Это конвейер весом в 12 тонн. Меня зовут Анастасия. В Израиле я 9 лет. 10 лет мы женаты с Юрой. И мы приехали в 2017 с сыном. Ему было тогда 8 лет. Мы приехали, уже жената была на Юре, то есть мы поженились и ждали, когда нас пригласит Мисрадапним. Что этот бизнес значил для твоего мужа и вашей семьи? Все. Мы туда вложили все, не только финансово, но и всю душу, все свои физические силы. Мы работали полностью, вложив всех себя. То есть мы проводили там с утра до ночи, и еще ночью мы тоже думали об этом бизнесе. Плюс ребенок у нас. И еще сын, ему на тот момент было 15 лет, он как взрослый настоящий мужчина там работал вместе с Юрой. То есть это было физически трудно. Но он молодец, работал тоже вместе с нами. А какую роль он играл в производстве? Вся физическая сила. То есть вместе они паковали, они грузили. Он накладывал там такой конвейер на ленту, то есть вот это волокно. Он туда все накладывал. На выходе стояла я эти рулоны крутила. Он приходил домой. Просто никакой бедный ребенок. Все лето он там провел. И когда вы поняли, что бизнес начинает получаться? Изначально тяжело было найти клиентов, потому что я не очень умею этим заниматься. Оказалось, что это именно разговоры с клиентом все полностью было тяжело. Потом начал получаться буквально в августе. Я связался с Голландией, связался с Видером. Я был у них несколько раз, подавал им образцы, им понравился хомер. Сделали предзаказ, именно первый заказ, проверить, как это будет идти. После этого пошли заказы сразу. Это вы в Израиле продавали или за границу? В Израиле. В Израиле. Голландия, это в Ждероте находится одна из самых больших фирм в Израиле, которые занимаются матрасами. Почти все, что у меня было, я продал туда. И началась война. А до этого я открывал ее, я только строил. Я ее открыл, Мифаль работала где-то с августа. В июле я открыл ее полностью, но пока не было клиентов, я пока искал просто по мелочам. Продавал именно Рапидим и искал больших клиентов. Связался с Голландией в начале августа, в конце июня, и только тогда начал с ними работать. А как вообще возникла идея создания такого бизнеса? И чья это была идея? Но мы сначала думали ткани возить, потому что я до этого работала в ателье свадебного салона, и мы думали, что вот такая ниша будет как бы интересна мне, то что, опять же, с России можно было бы возить, потому что там все-таки это выбор лучше, и там производство этих тканей. Но потом подумали, что нет, здесь оно не пойдет, потому что здесь, чтобы сшить себе какую-то вещь, платье какое-то, это слишком дорого. Я думаю, а что здесь у нас делается с синтепоном? А ничего. То есть у нас нет, у нас есть одно никак что предприятие какое-то, где-то там в Хайфе. И все, никто этого не делает. И то они делают из вторсырья. А дочка была маленькая, и вот мне пришла такая идея, что вот эти одеяла, подушки, матрасы, вот эти всякие коконы, оно же все это состоит из синтепона, абсолютно все.
И если оно будет экологичное, чистое, и вот оно будет мягкое на ощупь, а не как дерево, то это пойдет. Вот мне такая идея пришла, и мы вот это... Юра изучил всю эту подноготную, все станки, все это он изучал. Я... Само производство нет, я не знаю, как оно... То есть я только на выходе, то есть само качество. Все остальное занимался только он. Так это была твоя идея? Это вообще все полностью моя идея. Потому что хомер, который используют вот здесь, вот в подушках, ну, я же швея, я знаю, что это такое вот в подушках. То есть оно такое портится, оно сразу становится вот твердеет. Наш хомер, он тоже недолговечный. То есть ты не можешь спать на подушке всю свою жизнь на одной. Но все равно там пот, все это, оно впитывается, и да, он портится. Но, по крайней мере, он не выделяет пыль, он абсолютно экологичный. И здесь нет другого. Например, у нас была одна женщина, но она просто взяла немножко, она делает игрушки для детей, которые больны раком. У них же вообще там должно проходить всю обработку. Там где-то она покупала здесь. Она говорит, что это абсолютно экологично. Но когда мы ей рассказали, ты даже когда вот так его делаешь, он начинает пыль выделять. Сразу же. То есть это из бутылок, из вторсырья. Поэтому я сразу знала, что у нас не будет конкурентов здесь. Плюс такие, например, как мы начали работать с большой фирмой, они тоже сразу же, потрогав его руками, потрогав его в работе, как оно идет в кроватях, в диванах, они сразу поняли, что мы это для них просто лучшие здесь на рынке. Я собиралась еще расширить производство, я собиралась еще купить такой станок, который шьет одеяло, уже полностью закупать и ткани с России, и станок, который вот этот вот кроит и шьет эти одеяла, потому что одеяла людям нужны, правильно? Опять же, мы собирались купить, которая набивная машина, которая пух делает и набивает, уже мы руками набивали, а там уже бы подушку набивали, все это намного быстрее. Вот это мы собирали. А вот на выходе продукт получался дешевле или по таким же ценам? Нет, то же самое, как и здесь. В принципе, мы могли сделать цену дешевле, потом бы мы, может быть, посмотрели бы с качеством, потому что все-таки качественные продукты должны стоить дороже. Ну, посмотрели бы по рынку. Мы хотели тут проверить вот это вот, потому что, опять же, если с Китая люди привозят одеяла, которые здесь продают, качество там не сравнится. Не сравнится, нет, не то же самое. И в каком состоянии предприятие находилось непосредственно перед 7 октября? Я продал весь хомер, который у меня был. Я как раз закрыл тогда с человеком, я закрыл с Эммануэля, с фирмой, с одной, я закрыл об объединении, что он покупает 50%. Я перевожу в Эммануэль полностью предприятие, и мы работаем вместе. А почему ты вообще решил переезжать на новое место? Это место было дорого. Плюс у него большой завод, очень большой завод матрасов, подушек, одеял, и было выгодней. Одному было тяжело тянуть, потому что одному заказывать хомерим по маленьким партиям это очень тяжело. Чем больше партия хомергелем, это гораздо дешевле получается. Плюс на продажах он все-таки лучше, чем я. А вот с этим человеком, партнером, вы подписывали какой-то договор? Мы его подписали буквально за неделю до 7 октября. А вот у партнера было какое-то обязательство оформить страховку? Там получилась проблема в том, что по обязательству я должен был переехать 8 октября. 7 октября конвейер уже был практически разобран, он стоял готовый. На 8 октября были заказаны грузовики, на которые это будут перевозить. Но 8 октября этого не произошло, соответственно. Как проходило 7 октября? Я, честно скажу, ничего не делала. Я так напугалась. Вот вообще, я просто сидела, я не понимала, у меня какое-то оцепенение произошло. Юра первый день он был со мной дома, да, потому что 7 октября просто никто не знал. Потом он сразу тоже вышел. Не знаю, куда он вышел. Он сразу тоже объединился как-то. Они там скооперировались. Одни группа здесь, другая группа там. И вот мы по всему поселку, у нас кто-то дежурил. Потом начали женщины объединяться, что давайте детей кому-то одному, а мы вот у кого есть. У большинства есть оружие, это у меня нету. А у большинства женщин у нас здесь у всех есть оружие. Мы реально объединили детей в одну кучку. У нас там был такой муадон. Этот муадон охраняли женщины с пистолетами. Женщины без пистолетов были внутри, потому что если азака, то мы всех этих малышей хватали и куда-то бежать. Страшно. А потом, значит, вот 10 октября Юра мне сказал, что он хочет уйти в армию. Ну, на первых порах для меня казалось, что это, действительно он должен пойти, потому что я понимала, что он полезный человек. Он многое знает, он много работал на шетахе вот с арабами, да, и он знает. Он знает, как это делать. Я, конечно же, сказала, хорошо, да, ты должен пойти. Здесь без вопросов. Но я ему сказала, что давай ты останешься здесь, а не в Газе. Потому что для меня, если он пойдет в Газу, это просто, невероятный шок. Я очень страшно. Я бы не хотела его потерять. Это для меня просто катастрофа. Он не пошел в Газу, он остался здесь. И здесь же есть Агмар. И вот он призвался туда. Тяжело, конечно, было то, что у тебя мужа здесь, нет.
Он где-то, не знаю где. Я понимала, насколько это опасно. Приходя домой, он просто падал замертво спать, потому что, они здесь сделали блокпосты на дорогах, ловили этих туристов, которые все-таки по всей Самарии же скрываются в этих вышувим и все. А вот что происходило вообще в вашем поселке 7 октября? 7 октября в поселке подняли все Китат-Кананот. Никто не знал, что происходит. Я проснулся на самом деле не рано, я проснулся в 10 часов. Я сначала думал, что это шутка, что это монтаж, потому что когда показывают, что тендер едет. Я служил в Гивате, я знаю, что такое Аза, я служил в 2001 году, по 2003, это вторая антифада. Всегда для меня было именно, если даже у тебя один террорист переходит границу, поднимали всегда в воздух и вертушки, поднимали в воздух, все поднимала вся пехота, вся армия. Тут вдруг, говорят, прошло более 1000 террористов, и по Ждероту ездит тендер с пулеметом, я думал, что это чисто просто кто-то прикалывается. Мы переехали буквально за полгода до войны. Мы до этого я жил в Кирят-Гате, потом я жил в Кирят-Экроне. А почему вы сюда переехали? Во-первых, я нашел место здесь ближе насчет предприятия. Во-вторых, слишком много лет работал в Автахе, и эти изурим я знаю намного лучше, чем сам Израиль. И люди, которые здесь, они немножко другие. С ними проще. А в каком плане другие? Они более дружные, они более простые. Здесь тише, к тому же. Здесь для детей гораздо проще, потому что даже с тем, что здесь на территориях, это эти закрытые шувим, то есть никто не боится, что ребенок пойдет по улице. Никто не боится, что ребенок потеряется. Они не могут выйти за решетку, да, за границу поселения? За Ишуф они выйти не могут, дети так и так, а плюс они здесь гуляют, не так сильно переживаешь. А почему ты сразу вышел на охрану деревни? Сначала Китат-Канот не было. Здесь было вся Китат-Канот в поселке было 12 человек, из которых основная масса уехали сразу в свои гдудим, потому что подняли тогда всю армию, всех призвали. В поселке прошло сообщение, что из-за ситуации решили сделать мобильные группы, просто на заборах выставить тех, у кого есть личное оружие. Просто добровольно выйти на забор. А была какая-то реальная причина, реальная опасность какая-то? Все боялись, что здесь произойдет то же самое, что 7 октября, потому что никто не знал, что в 300 метрах от нас находится Бидия, это арабский город. В 150 метров Сарта, это арабское поселение, которое в 2 раза больше, чем Ишуф. Кабах находится в 200 метрах с другой стороны. Но они как бы мирные или агрессивные? Они настроены, оттуда выходят террористы, оттуда выходят михаблим. За всю войну туда много делали мацарими, много вылавливали. Но 7 октября никто не понимал, что будет. Все испугались. И за счет этого все, у кого было личное оружие, добровольно распределившись по часам, кто когда может, все вышли на заборы, все вышли охранять именно сам Ишуф. Я вышел то же самое. А здесь оружие как бы у всех имеется? Здесь у всех семей по 1-2 оружия. Поэтому все вышли на забор, все вышли и распределились по времени, чтобы можно было видеть, что происходит, что если кто-то будет приближаться, чтобы было видно, чтобы можно было защищать свой Ишуф. Потому что Китат-Канут была очень маленькая, те, кто призвался изначально, Агмар, их тоже было очень мало. А через неделю я уже был птор от Милуима. Мне уже 46 лет. Было также, когда мы охраняли вот так Ишуф просто посменно, добровольно, все становились все в своей работе, никто не поедет, соответственно, вообще вся страна не работала. А потом прислали сообщение, что кто может уйти с Птора, вернуться на Милуим, что отправить протим. Я отправил протим Мафакет Плуга, который местный, и на следующий день уже был призван в армию. И с того времени я был в армии. Что вы сказали друг другу перед уходом мужа на Милуим? Я не помню. Честно, это именно стрессовая ситуация. Я что-то сейчас не вспомню. Я всегда его провожала у двери, всегда его обнимала, целовала и всегда, что я его люблю, говорила. Что изменилось после того, как муж ушел охранять поселок, а потом на Милуим призвался? В семье ничего не изменилось. Я понимала, что это нужно. И поэтому к нему какие претензии? Я, наоборот, была горда тем, что да, вот он этим занимается так же, как и другие. Мне было приятно очень ощущать себя тылом таким. Плюс еще к тому же я швея. На тот момент, когда в октябре все это происходило, и даже формы толком не могли им выдать. Им выдали форму 87 года. Не по размеру. Кому-то она большая, кому-то мала была, как тогда Юра был немножко в теле, такой больше, и она ему была мала, то есть я ему делала ее, чтобы он мог двигаться, я перешивала, то есть я сказала, пусть все идут, все пускай идут ко мне, кому нужны там брюки, рубашки, все. Я как-то в это тоже во все влилась, я начала это все помогать, я шила им кому-то там, они ко мне приходили, сидели, ждали, я прям, как он с себя снял штаны, я зашила ему штаны эти, отдала, он ушел. То есть я тоже в это во все вниклась и старалась помочь хотя бы тут.
хотя бы как-то вот. Поэтому в семье у нас, в принципе, некогда было о чем-то думать о плохом. Я занималась детьми, опять же, а для дочки это было тяжело. Как это? Папы нету, папы любимого нет дома. Папы нету ночью дома, это вообще ужас. Сын, он тоже такой весь, ему было страшно. Мама, что происходит? А мне надо было как-то держать себя в руках, хотя у самой мне было очень страшно. Я вообще паникер еще к тому же, добавочно, но тут я как-то вот держалась. Поэтому получалось, что мы вместе вот сплотились еще больше. Ну, хотя, в принципе, у нас всегда отношения хорошие были. Тяжело было мне, что его нету дома, но мы все выдерживали. Про бизнес, на самом деле, мы тогда в октябре, вообще про него как-то вот он выпал, потому что страшно. Весь страх, он упал, потому что мы не знали, нам было страшно, что у нас будет то же самое, что и на юге. И как вы остались без работы, без дохода и с детьми на руках? Вот, я осталась без дохода, вообще без ничего. Хотя нам же как говорили по телевизору, мы сейчас все это быстро, и мы закончим. И у нас как-то было чуть-чуть тут вот накоплено, да, то есть нам на жизнь, плюс зарплата Милуим все равно. Но все равно это мало, это не то же самое, что у нас было до этого. А вообще страшно, потому что я уже в конце ноября, в декабре, я понимала, что мы теряем. Нам надо платить за место, нам надо платить по кредитам. Клиентов мы потеряли, у нас все стоит, у нас вообще завод не собран, он же разобран у нас, все это там стоит все в разобранном виде, нам это нужно забирать. Или заказывать новые вот хомеры, с чего делать. Безысходность какая-то. Я не знала, что вообще, что происходит. Я пошла в Лешката вода. Я сказала, что вот так и так. Мой муж пошел в Милуим, у меня ребенок дома, я не могу выйти на работу. Нет садиков, нет школы. Что мне сказали, значит, в Лешката вода? А почему вы в октябре не нашли себе работу? Какой-нибудь Никаньон или Метапелит? Я плохо говорю на иврите, у меня был переводчик, я сказала, вы серьезно? А почему, говорю, вы сейчас только в декабре вышли на работу? Почему вы не работаете с октября и с ноября? Почему вы вот сейчас сидите здесь в комиссии и мне говорите, что я должна была выйти с детьми на работу? Они не ожидали такого ответа, серьезно не ожидали. Они замолчали, сказали, ну у нас война, и государственные службы не работают. Я говорю, у нас война, и мамы не работают. Мамы сидят с детьми. Я здесь ни при чем, у нас война. Ну, в общем, они сказали, что они мне будут искать работу по моей специальности швея. Конечно, работу они мне не нашли, но здесь нет ничего, нигде мне искать. Отправить меня в центр страны с маленьким ребенком на руках они тоже не могут. Садиков нет, 2000 шекелей они мне заплатили. Это вот с октября по декабрь. В январе у меня была комиссия, вот с октября по начало января они мне заплатили 2000 шекелей. До того, как мы открыли бизнес, я работала швеей, я шила здесь, в нашем Баркане, я шила платья свадебные, и у меня был свой эсик, то есть я оформила это как на себя, но я ушла, потому что это абсолютно невыгодно, совершенно на это невозможно жить. И то есть, получается, я осталась полностью безработной, вообще, то есть у меня никакого не было дохода. Мы жили только на зарплату Юры, то есть то, что Милуим он получал, а он получал минимально. То есть его заработок, который был у него как открытый бизнес, не бралось в счет. А почему не бралось? Потому что у него как такового дохода не было оформлено. То есть у него получалось, что 3 месяца дохода стабильного у нас не было в наших накладных. Мы ж только открыли его, и мне еще было его взять. Ну, вот 1 месяц у нас был, это был только август. Июль и июнь, которые вот были, там не было дохода. То есть мы только поставили станки, мы заплатили за арнону, за место, и все. То есть у него не было прибыли. И поэтому они ему даже не стали это считать. Ему заплатили, типа вот как бы он совсем был бы безработный, тогда он получил такую зарплату, и все. У нас замерло вообще все. У нас никто же не тряс, так сказать. Арнону заморозили, место заморозили из-за того, что он в Милуим. Он постоянно звонил, говорил, я в Милуим, каждый месяц, и нам заморозили. То есть мы там еще не платили, но оно ж копилось. То есть, получается, как бы переезд вот этого бизнеса, да, на новое место был приостановлен. Полностью остановлен. А что было по плану в бизнесе? По плану в бизнесе было изначально 8 октября переехать в Аммануэль, поставить там мифаль. Здесь, в Рошане, нужно было найти вместо себя кого-то, соответственно, платить до этого времени. И в Аммануэле начать работать. Там было подготовлено место, там было полностью все. Соответственно, 8 октября этого не произошло. Изорт-Асия Эммануэля была закрыта на месяц полностью, потому что она вообще не работала ничего. Ни там, ни здесь. Неделю мы охраняли в этой, 14 октября я призвался в армию. Тогда была ситуация, которой никто ничего не понимал, как это происходит, что происходит. Именно у всех было в голове, да и у меня тоже 7 октября. Это на самом деле ударило очень хорошо. Ударило просто потом по чувству безопасности. Потому что я, например, не ожидал, что может такое произойти. Да и мало кто, думаю, ожидал.
Ну, то есть ты как бы даже и не думал, что с твоим бизнесом может что-то случиться? Нет, не думал на самом деле. К тому же я думал, что в армии, как все и говорили, месяц-два это закончится. Вторая ливанская была сколько? 2,5 месяца. Нам всем сказали изначально, что мы призывали 14 октября, сказали, по большей части до конца ноября все домой. Как дети пережили отсутствие отца и финансовые проблемы? Ну, дочке хуже всего было. Без папы ей тяжело. Ну, он молодец. Он когда приходил, хоть и был совсем уставший полностью, но для нее он делал многое. То есть он старался на какие-то в садике мероприятия. Для нее это было вау, папа в форме приходит с автоматом, все такие смотрят на него. Она такая гордая. Мой папа солдат, она всем хвасталась, что папа ее солдат. Сын тоже в школе. Он горд в том, что папа его солдат. На уроках различных все время говорит, что папа как бы у нас за правое дело, и поэтому, да, сложная ситуация. Да, у меня папа потерял бизнес, но он тоже горд, он понимает, за что он потерял бизнес. То есть дети, они гордятся и тем, что у него папа так много вкладывает в армию. Наш такой девиз в семье есть, что если бы не он, то кто? Если бы каждый не пошел бы служить, каждый из солдат, то кто бы тогда бы пошел? Что бы здесь тогда было бы после 7 октября? Потому что с кем служил мой муж, на каждом отразилось финансово, у кого-то проблемы в семье начались, потому что, я, например, знаю одну, не то, что мы с ней друзья, но у нас дети ходили в садик вместе раньше, но у нее муж вообще в Газе. Каждый раз, когда он уходит, она говорит, что все, это последний раз, иначе я уйду, хватит. А он говорит, нет, я не могу. Ну, если все скажут так. Каждый раз она говорит, хватит, и каждый раз она все равно ждет. Каким муж возвращался домой во время редких выходных? Уставшим, очень сильно уставшим. Ему бы отдохнуть. С одной стороны, я понимала, что ему бы выспаться, но в то же время есть мы, и хочется куда-то уехать отсюда, поехать на то же море. Просто отдохнуть. Я понимала, с одной стороны, что ему очень трудно. И у меня тоже был свой эгоизм, наверное, какой-то включался. Я говорила, я хочу ехать, я хочу отдохнуть. Мы, например, в Элад поехали, утром приехали, вечером вернулись. И он ушел опять в армию. На один день, типа? Да, вот такая у нас была поездка. И это очень тяжело, потому что, а как? У него вот выходных вот не было вообще. Вот ему давали один день, сутки. И ты не знаешь, то ли ему дать выспаться, то ли провести с ним время. Это очень трудно. То есть, получается, у некоторых был милым, когда, да, вот я смотрю, да, они там выходили в отпуск. Или вообще выходили, возвращались потом. У меня же Юра вообще не выходил. То есть он вообще непрерывно. У него даже отпуска не было никакого. Максимум, что ему дали, 3 дня, по-моему, ему дали. Я даже не помню, на что мы их потратили. Мне кажется, мы их потратили на поликлинику, на дочки проверку, и еще куда-то мы поехали тоже, по-моему, по врачам. Так и что происходило с предприятием? Ну, было не до этого, на самом деле, потому что здесь начались мацари, здесь начались как бы выходы, здесь было полностью в армии, было не до этого. А когда ты почувствовал, что начинаются проблемы? Я почувствовал буквально как бы проблему, то, что долг начал копиться сразу, потому что Мефаль не работает, ничего также не перевезено. В декабре я понимал, что уже проблема. Всем говорили, еще немножко, а вот 1 января все домой, 1 января говорят, еще месяц, и все домой. А дальше просто в один момент вот получилось, что нужно было решать или безопасность, или бизнес. И что ты выбрал? Безопасность своей семьи. А ты не просил отпустить тебя хотя бы, чтобы перевести оборудование? В 2024 году, когда я понял, что уже очень долго тянется время все полностью, я перевез оборудование, я перевез его между Мишмарот. Как бы я был в армии, выходные, которые у меня получался день-два, я просто приезжал туда, я разбирал, собирал, я заказал грузовики, я перевез оборудование в Эммануэль, освободил там место. А была какая-то компенсация? Как бы мне должны платить зарплату по минимуму, потому что у меня как бы свой бизнес полностью, они просто зарплату по минимуму, которую они рассчитали по Шмоне, и все. Компенсация за бизнес я попытался подать, мне сказали нет. Мне сказали, что из-за того, что бизнес открылся в 2023 году, не было 2022, и открылся всего за 1,5 месяца до войны, сказали, что никто не смог подать. Бухгалтер сказал, что он не знает, он не может, такого даже опции нету. Я обратился к другому бухгалтеру, потом к третьему, потом к 4, бесполезно. Мне каждый говорил, что просто нечего. То есть получается, что государство просто тебя бросило? Да. В каком состоянии оказалось новое место, новое помещение? Новое место, как бы там было грязно. В принципе, само место было нормально. А ты был там до того, как согласился переезжать туда?
Да, был. Я как бы видел место, потому что мы смотрели. До этого должен был посмотреть, что оно подходит по размерам, потому что это все-таки конвейер, который нужно установить в определенном порядке. Откуда должен быть заход и должен быть выход производства. Поэтому да, я там был. Получилось, он должен был заказать 2 контейнера хомер-гелем. Он их не заказал, был сбой в банке, поэтому не заказал. На следующий день, когда он должен был заказать, начался пожар. И то я его увидел, мне просто показали, говорят, что-то горит. Я увидел на фотографии, я просто увидел, что это здание. У меня Юра он такой неразговорчивый, ему очень тяжело искать клиентов. Ему тяжело разговаривать с людьми, как вот представлять свой товар. Мне легче, но у меня нет иврита. Я не могу разговаривать с ивритоязычными клиентами. Мне тяжело. И вот когда тот на нас вышел, он зацепился за него и подумал, что почему бы нет? Он просто был бы руководителем всего этого процесса, а тот бы просто искал бы клиентов. И у меня бы Юра отвечал только за технический процесс, не за сбыт. А он был бы просто техническим процессом. Ну, отвечал бы за технический процесс. То есть это все, что, как бы, на что он бы хотел. То есть он бы отдал бы свой бизнес, но получал бы от этого свои деньги. Было бы хорошо. То есть они бы были бы штафим вдвоем. И, во-первых, и место там слишком дорогое в Рушане. Здесь и налогов меньше, опять же, в Самарии. Мы же ведь за Кава и Рог. Для нас это было хорошо. Это я на него наседала, говорила, что ты должен поговорить с командирами, чтобы они тебе дали хоть какой-то глоточек, вот выйти из этого немножко, чтобы решить. И вот ему тогда дали 3 дня, кажется, ему дали отпуска. Они погрузили станок весь этот и перевезли у нас здесь в Самарии в Эммануэль. Когда я с ним поехала туда, я тоже... Тот человек, который нам говорил, что привози, это мое здание, мы будем там. А там ничего не готово оказалось. Там просто вот вообще 4 стены, дырка в потолке, из земли куча какой-то грязи, какой-то мусора, вот это вот. Я говорю, а куда мы приехали? У меня был шок, я же не ездила туда. Я говорю, а куда мы приехали, как мы это будем сейчас все собирать? Как это вообще здесь ставить? Это вообще помещение абсолютно непригодное ни к чему. Я так набралась энтузиазма, говорю, сейчас мы придем, весь этот мусор соберем, сейчас мы все это соберем. Все, говорю, давай, следующий выходной, когда тебя будет, мы едем, и мы с тобой вместе вдвоем опять делаем, убираем весь этот мусор и ставим этот станок. Но, к сожалению, не случилось. Когда вот случился пожар, я была на работе, это была уже 2-я половина дня, 5 минут у меня был перерыв, я открыла, опять же, телефон, и у меня приходит на WhatsApp сообщение Хадашот, который здесь по Самарии, и большое возгорание в Эммануэле. У меня все опустилось. Я думаю, боже мой, только не мы, не наше здание, нет, это не может так быть. Я сразу набрала Юру, говорю, Юр, он говорит, да, он сразу понял, он говорит, да, это мы горим. У меня вся жизнь пролетела, можно сказать. То есть я поняла, что все, во что мы вкладывались, оно просто вот как спичка сгорело и все. Он поехал сразу, он отпросился, сразу же сорвался, поехал туда. А он позвонил оттуда, говорит, сгорело все. Все, во что мы вкладывали деньги, оно просто сгорело. Он мне прислал видео, там не на что смотреть, нечего спасать даже было. Все сгорело, все станки, все. И как ты это пережила? Я тогда даже не плакала, у меня был какой-то стопор. Мы вечером с ним вообще не разговаривали. Мы не знали даже, как разговаривать друг с другом. До такой степени это было тяжело. На следующий день я спросила, что теперь? Он говорит, я не знаю. А ты поехала туда? Ну, мы поехали, да, мы через несколько дней поехали, когда там уже... Ну, там нечего смотреть, там все обгоревшее, обуглившееся, все, там пепелище. Чего там нет. Когда он начал звонить тому, чье здание, он перестал выходить на связь. А как муж отреагировал на уничтожение станков? Тяжело. Он очень закрылся в себе. Каждые мои попытки с ним поговорить, он говорил, я не сейчас, не хочу. А что произошло с партнером после пожара? Он исчез. Мы с ним не разговаривали, он исчез по сей день. Что говорить? Кому говорить? Куда идти теперь с этим? У нас оно просто вот на веревочке подвесилось, вот эта вся ситуация, и все. Она висит никуда. Я не знаю, что дальше делать. В полицию обратиться? Никуда не обращались. Я не знаю, по-моему, Юра получил пожарное заключение, вот то, что когда там были. Через 3 месяца после пожара, что ли, он получил. Думаешь, это случайно произошло? Да, у меня есть полностью заключение пожарных, все полностью, как случайно, из-за ошибки человеческий фактор. Человек работал с Бреннером, в тот же день списал с себя все, переписал на всех родственников, на семью, и остался ничего, типа подавайте меня в суд, у меня ничего нету. То есть как бы есть какое-то подозрение или нет? Есть. Все знают, из-за кого начался пожар. Из-за партнера? Да, он работал с Бреннером, есть записи с камер, он работал с Бреннером, он просто случайно задел, там дерево, все полностью, оно загорелось, и буквально за 5 минут здание было объято пламенем.
Я спрашивал, как мне сказали, ты можешь ее подать в суд, у него ничего нету. А кто по договору должен был оформить страховку и подготовить помещение? Вообще по договору, помещение это его, моего компаньона. Ну, как только переехал, там еще ничего не было оформлено. А, например, у меня есть друзья, которые говорят, что нужно на него подать в суд, что можно легко выиграть. Во-первых, подать в суд это будет тоже, это суды длятся долго, но в этом случае я не смогу закрыть ни МИФА, ничего. И та же самая процедура банкротства будет тогда идти через сколько лет. То есть страховки не было и все сгорело? Да. Какие собственные ошибки в бизнесе вы готовы признать вот на сегодняшний момент? Ну, было много ошибок, на самом деле. Я неправильно взял место. Как бы ни было, что бы ни было, я неправильно взял место. Во-первых, слишком дорогое. Во-вторых, я неправильно проверил некоторые вещи, то же самое с ценами, и те же самые законы. Просто, например, во всем мире закон о синтепоне гласит, что нельзя использовать вторсырье. Можно использовать до 30%. В Израиле нет такого закона. В Израиле могут использовать 100%. Неважно, это хорошо, неважно, плохо. Я могу тут целую лекцию рассказать о том, насколько это плохо и все остальное, но это мое субъективное мнение, и, соответственно, то, что это может дать по здоровью, по всему остальному, в Израиле всем все равно. Это деньги, потому что на производство за границу, да, они смотрят очень хорошо и очень сильно, потому что есть проверки производства внутри страны, которая идет продукция внутри страны, всем все равно. Мелкие производители, которые производят, они покупают хумарим самый дешевый, им все равно. Им, например, это я не проверил в свое время, это была моя ошибка, потому что они покупают вторсырье, то есть переработанное. При переработке синтепона при пластике, когда особенно его жгут, когда его перерабатывают, он разрушается сама молекула. Что происходит, это можно легко проверить. Берется синтепон, ложится на солнце и смотрится через 2 часа, что с ним происходит. На солнце через 2 часа синтепон вторсырье, получается пыль. На нем образуется такая пыль, это пластик, разрушается. Это то, чем человек дышит, особенно если это в подушке. Температур, как говорят, внутри дома, обычно таких нету, но температуры внутри дома, они, да, есть. Они где-то попал на солнце, где-то что-то. Синтепон, который на самом деле чистый, он не разрушается. Его температура горения больше 160 градусов. А вы делали чистый? Я делал чистый синтепон. У меня было 2 иструделя. У меня до сих пор есть 2 иструделя. Они, кстати, не сгорели, они стоят на складе. Что это такое? Иструдель – это то, что может вторсырье перерабатывать волокно. Но я ими не стал пользоваться, я их закрыл, потому что я, когда посмотрел, что происходит после них, мне стало как бы не очень по себе. И продавать такое я как бы не смог. Поэтому я их закрыл на будущее, подумать, куда их продать или что-то подобное, но тогда до них и не дошли руки. Где ты находился во время пожара? Я был в армии, я увидел в местных новостях, и тот кананут в местных новостях, я увидел просто пожар. Я увидел пожар, я увидел там здание, я позвонил и своему компаньону, его помощнику, он сказал, как бы спросить, это здание горит, которое я думаю, он говорит, да. И я поговорил со своим командиром, через 2 часа я выехал туда, пока доехал пока одно, пока я приехал туда, там были пожарные, там было все здание, я когда подошел туда, там конвейер, он просто, многие вещи сгорели, многие вещи оплавились, те же самые барабаны, которые весом по тонне с лишним, использовать при подобном вещи, это уже бесполезно, это просто опасно. И какая примерно сумма ущерба? Все сгорело. Все. Все 2 миллиона? Да. Как бы весь конвейер, он сгорел, весь конвейер, то, что были до этого, весы, маргиза, все. Партнер, когда произошел пожар, он сказал, я ничего не знаю, это ко мне не относится. Ты потерял, ты можешь привезти другой контейнер, как бы хорошо, мы продолжим. Ты не можешь привезти другой контейнер, мы расходимся. А типа он еще продолжит с ним? Я с ним разговаривал после этого, я с ним как бы, из-за того, что был в армии, потом я приехал, то, что от конвейеров осталось, я приехал туда спросить, как бы, типа, куда делось вообще все. Мне сказали, типа, приехал грузовик, погрузил все железо, он его продал арабам. А, он еще и продал все? Да, поэтому, например, у меня есть друзья с Милуима, которые говорят, нужно засудить и подать на него в суд. У меня есть запись, у меня есть разговоры этого. И типа никак не выяснить, да, что сгорело конкретно? У меня есть полностью то, что сгорело, что не сгорело, у меня полностью есть запись этого. Потому что я делал записи, я сфотографировал, я туда приезжал, через 2 часа, когда приехал, я потом на следующий день еще приехал, я делал полностью запись того, что сгорело, что не сгорело. У меня также есть от пожарных именно Секум, пожарный, который именно полностью официальный, который полностью, с чего начался пожар, когда он объял, когда сколько времени. Типа можно было потушить на самом деле? Вот, там не работала пожарная система, там не было воды в ней даже, в этом здании, как оказалось. Но должна была быть, да, пожарная система? Да, так как он владелец здания. Но мыл руки, дальше с ним было как бы бесполезно говорить, поэтому я был в армии, я просто посчитал, что ладно, хорошо, я как бы закончу армию, потом уже буду с ним разбираться. Но это было в 2024 году. И какие долги остались после уничтожения бизнеса? На фирме осталось долг около 1 миллиона, и на себе осталось еще столько же. Потому что я брал суды, когда я вытаскивал мифаль, когда я ее открывал, я брал суды. Я просил суду в 500 тысяч, мне дали 250, и с них еще забрали там процент, который нужно было закрыть, и получилась сумма намного меньше, чем которую я рассчитывал, чтобы именно продолжить закрыть хомергелем и все остальное, поэтому я был вынужден как бы взять на себя. Считаю, что я буду работать и, соответственно, выплачивать.
А когда я попал в Милуим, я выплачивал еще год эти суды. Я выплачивал еще год эти суды, но по 7-8 тысяч при Милуиме, при зарплате в 9 тысяч, это немножко тяжеловато. Поэтому пока бы я выплачивал с накоплений, которые были с мыслями, что я вернусь, закончится война, я продолжу все полностью, я перевезу. Я выплачивал их до середины 2024 года, когда был пожар, когда был все, плюс закончились. Именно я уже продал машину, потому что было уже не в состоянии как бы ее тоже содержать. И тогда я уже понял, что все, я уже закончил выплачивать суды, я уже начал копиться долги. У меня арестовали счет, который быстро открыли на самом деле. Просто я перевел Милуиму зарплату на Банк Дор. Так как Милуим заходила через Битох Леуми, они не могли ничего сделать. А потом у меня просто есть друг, который адвокат, который в армии, из моих командиров. Он отправлял все эти запросы, все эти штуки. Мне открыли этот счет назад. Соответственно, сейчас, когда я уже был в армии, я думал просто после армии, потому что во время армии многие вещи, тоже самое банкротство, тяжело заниматься, нету ни времени, ничего, плюс голова не работает совсем. А в конце, последние 2 месяца мы просто были... Я делал неделю, шаво дома, шаво в армии. За счет этого я начал процедуру банкротства. Я съездил к адвокату, я поразговаривал с адвокатом. И мне помогли, на самом деле, мне собрали так денег. У меня нет адвокатов, просто не осталось. Мне помогли собрать, помогли с армией, помогли с Ишува. И сколько удалось собрать? А вот этого я не знаю, потому что эта сумма вся шла практически через моего командира в Милуиме. Он сказал, что он собирал эту сумму, я даже не знаю, сколько Ишув собрал. Он просто перевел деньги адвокату. Это все, что я знаю в этой ситуации. Винили ли вы после случившегося себя или друг друга? Нет, мы не винили, мы вообще друг друга не винили. Иногда я говорила, что вот надо было выходить, не надо было продолжать служить. Вот это мои фразы. Я говорила, зачем? Дело еще хуже. Ему и так-то плохо, а тут еще я со своими фразами, что надо было все это заканчивать. А вот как семья жила, когда оборудование сгорело, а кредиты остались? В подвешенном состоянии, как и сейчас мы живем. Мы понимаем, мы осознаем, что у нас долг копится дальше, но мы живем на то, что есть. Я не знаю, кто этим занимается, адвокат, который всю эту ситуацию запустит в процесс отдачи долгов или что-нибудь. Я не знаю, как это должно сейчас происходить, но нет такого человека. Никто не берется за это дело вообще. Обидно еще то, что я обращалась к разным блогерам нашим, израильским, и русскоязычным уже теперь, потому что с ивритоязычным я устала, мне очень трудно. И они мне давали некоторых людей, которые помогают солдатам. Есть даже один такой мужчина, у него такой тикток, там он так помогает солдатам, он прям вообще такой герой. Я к нему обратилась, он нам такую сумму выставил, что я говорю ему, мы к тебе обращаемся, потому что у нас нет денег, у нас просто их нет. Как мы тебе это заплатим? Он говорит, вы когда бизнес открывали, себе не отложили? Что значит мы отложили, если мы туда все вложили? В смысле, он за помощь солдатам берет деньги? Да, он себе сделал имя красивое и берет такие деньги, что просто вообще. А он сам солдат? Нет. Была какая-то реклама, кто-то из блогеров делал интервью, у него брал, и вот он там такой весь, я прям таким солдатам и так помогаю, и здесь. У него прям такая слава, а в итоге оказалось, что по факту он просто деньги ему заплати, тогда он тебе поможет. И опять сделает из себя имя, опять сделает красивую историю, опять это все сделает в ТикТок. Я обращалась на Канрека, на радио. Да, со мной связался репортер, сказал, что вообще, да, давайте мы тоже сделаем, как-то это репортаж мы сделаем, и мы вам поможем, мы найдем вам адвоката, может быть, мы сделаем эфир, и, в общем-то, все. На этом все закончилось. Дальше ничего не было, никто со мной не связывался больше. Я писала, никакого ответа нет. Как ты думаешь, почему так происходит? Сложно. Никто не знает теперь, как это разрулить. С чего начать? Этот пожар, это отправление в банкротство этого бизнеса. С чего начать? Никто не берется. А медиа эти все, может, чего-то боятся. Не знаю, почему они не хотят дальше продолжать общаться со мной. Может быть, если бы эта ситуация произошла не с русскоязычным солдатом, это бы повернулось другой стороной? Возможно, я не знаю. Я хотела бы, чтобы о нас узнали, о нашей проблеме узнала вся страна. Мне так хотелось. Может быть, кто-то откликнется и скажет, я вам помогу не деньгами, не процессами судебными, а хотя бы с чего начать разрулить это все. Потому что мы вообще просто потерялись. Но таких нет. Куда вы обращались за помощью и что вам отвечали? Я даже сейчас уже не вспомню. Я столько писала в Фейсбуке, искала людей, я искала в Google, забивала всякие помощь. Я обращалась в разные организации солдат, всякие, которые громко реклама. Помощь солдатам. Если вы солдаты, вы оказались в трудной экономической ситуации, обращайтесь к нам. Я пишу, свою историю вкратце излагаю. Мне говорят, ой, нет, если вы хотите помочь солдату, тогда мы только рады. А так, мы не понимаем, чем мы вам можем помочь.
подождите, стойте. Вы сейчас написали, что если вы солдат, который оказался в трудной жизненной ситуации, вы помогаете. Тогда кому вы помогаете? Вот солдат, вот он в трудной ситуации, мой муж, он в трудной ситуации. Кому вы помогаете? Мы собираем только пожертвования. А кому идут эти пожертвования? Объясните мне, кому идут эти пожертвования? Я во всех вот этих вот организациях, которые помогают солдатам, я нахожусь в блоке, я заблокирована везде. Везде. Потому что мне никто не помог. Я пыталась свои истории писать в группах Фейсбука. Мне их не публиковали. Просто. Типа, мы этим не занимаемся, вы слишком много хотите от нас. Мы не помогаем женам. Если вот ваш муж, он сам нам напишет, мы опубликуем. Хорошо, я делала от его имени. Нет, не публиковали. Нигде вообще. Ни на русском, ни на иврите. В нескольких группах меня опубликовали, все только говорили: ой, как это страшно, боже мой, как же вы живете? Но ведь это ж так нехорошо, ведь он же солдат, ведь он же защищает нас. А если каждый бы вот так делал? И все, и больше никто. Нет помощи вообще никакой, нигде. Нам же нужна на самом деле по факту юридическая помощь, чтобы как-то это разрулить, эту всю ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Никто, ничего вообще. И вот у Юры, он с ним служит, и вот он написал письмо, тоже сбор средств на адвоката, в первую очередь. Вот я опубликовала его на своей странице. Я пыталась публиковать его в группах помощи, опять же, солдатам. Тишина. То есть как бы его и блокировали, и на иврите, и на русском блокировали. В большинстве случаев блокировали. Но все равно мы насобирали сумму, все равно откликнулись люди, которые вот мне перечислили на бит. Я с бита перечислила уже вот, у него был свой счет, у меня свой счет. Я ему все это отправила, он тоже солдат. Вот, он уже нашел адвоката, который согласилась не за те суммы, которые вот адвокаты хотели, она намного меньше согласилась. Мы эту сумму собрали, и вот она начала заниматься его делом банкротства личного. А еще у нас фирма. Фирмы пока у нас вообще никто не занимается, не берутся адвокаты. Я дальше не знаю, как это будет разруливаться. А вот когда ты писала посты в Фейсбуке, ты встречала травлю от русскоязычных? Да, во-первых, и очень много почему-то русскоязычных мне писали, что мы здесь, поселенцы в Самарии, мы ущемляем права несчастных палестинцев. Они здесь ущемлены очень сильно, они здесь бедные, несчастные. Мы, как поселенцы, все время что-то с ними делаем, не знаю что. Я говорю, конкретно скажи мне, я как женщина, живущая здесь, конкретно я, что делаю для них? Что плохого я делаю им? Здесь можно жить вообще прекрасно. Я вообще не понимаю. Магазины стоят по дорогам между Ариэлем, между поселениями. И мы, израильтяне, которые здесь живут, мы им делаем весь заработок. Зачем с нами воевать? Я вот этого вообще никогда не понимала. Мы к ним ходим, мы покупаем у них газ, мы покупаем у них еду, мы покупаем у них растения, землю, корма для животных. Мы покупаем у них. Почему нас обвиняют в том, что мы им делаем плохо? Мы вообще их не трогаем. Мне как женщине вообще все равно, что они здесь живут. Вот они через забор живут. Мне от этого не жарко, не холодно. Это было в ответ на то, что ты просила помощи? Да, что вот если бы не мы, тогда бы этого не случилось, и мой муж бы не страдал бы сейчас, если бы он бы сам бы не полез бы к этим палестинцам. Но мой ответ говорю, что это же не муж к ним пошел, это они 7 октября пришли. Нет, это не так. Вот вы вот такие вот поселенцы здесь, вы плохие, и вот вы их мучаете, вы над ними издеваетесь, и поэтому чего тогда ты тут пришла просить помощи? Сама виновата, сама типа и разруливай. Ну, конкретно же не они пришли, это на юге пришли. Но они же здесь приходят, они же переходят эти все границы. И сколько террористов у нас здесь уже поймано? А почему ты был вынужден начать процедуру личного банкротства, а не банкротства бизнеса? Потому что, во-первых, личное банкротство, место, которое было снято, я был как гарантом, то есть они могут подать на меня в суд на 500 000. Во-вторых, суды, которые были взяты, которые брал для бизнеса, чтобы вытянуть бизнес через личный счет, там тоже было 500 000. И такие суммы в 500 000 у меня просто посев 8 000 в месяц выплачивать, у меня просто нет таких денег. Обычно же берут банкротство на бизнес. Да, но я брал суды не только на бизнес, но и под себя, на свой личный счет. Это немножко другое. Когда ты берешь на личный счет, это не бизнес. Счет бизнеса и счет личного не раздельный, потому что это фирма БАМ. Это одна из была самых больших ошибок на самом деле, что я брал суды на свое имя. А как нужно было? Только через фирму. Когда фирма БАМ и все остальное, нельзя брать суды на свое имя. Но у меня был хороший, которому я платил, как говорится, у меня был человек, который помогает развиваться бизнесу. Юэц.
Он мне говорил, ты бери на свое имя, все хорошо. Ну вот это была тоже моя ошибка в большей части, потому что многих вещей я просто не понимал и не знал. Если бы я сегодня открывал этот бизнес, я бы открыл его по-другому. Я бы открыл его все равно. Но я бы нашел место совсем другое, потому что которое я уже потом нашел. И даже не в Мануэле. Мне предлагали уже потом места, которые говорили, зачем ты снял такое место, которое 40 тысяч. Есть в Каркасе место за 10 тысяч в месяц, и которые уже легко найти рабочих и все остальное, и то же самое. Когда я искал место, вот этот US, он мне говорил, нет, тебе это место не подходит, это место подходит, тебе нужно именно куча всего. На самом деле, басовка оказалось, ничего этого не нужно было. Когда ты заметил, что твой муж начал внутренне ломаться? Ну, он внутренне начал ломаться еще, наверное, в январе 24-го. Я вижу, что ему тяжело. Что-то происходит, что он закрылся. Он не хотел об этом говорить. Я решила, что я просто буду, как это сказать, подушкой его. Где-то и захочет высказаться, пусть высказывается. Не захочет, значит, не будет высказываться. Я так решила, чтобы его не теребить. Я же не психолог, с одной стороны. Я же не знаю, как это все происходит. А психологической помощи не было? А он не обращался. Он только вот на выходе, наверное, где-то с Милуим, он обратился все-таки за помощью, он разговаривал с Ревахой, он и ходил туда, несколько консультаций брал, он разговаривал, потому что это очень трудно, когда ты понимаешь, что ты вроде как бы отдал всего себя на служение, а тебя везде вот отталкивают. Типа, служи, солдат, дальше, ты нам обязан, но мы тебе больше ничем не поможем. А что произошло, когда он перестал верить, что кто-то ему поможет? Но он вообще перестал искать. Он просто такое ощущение, что есть где-то чей-то бизнес, а он отдельно. Есть солдат Юра, а есть бизнес, который когда-то был. И все, и он перестал этим заниматься. И вот я была посередине, и мы начали ругаться, потому что я просто говорила, ты не можешь сейчас вот сдаться, тебе все равно нужно бороться. Я ему все время говорила, капала вот на мозг, выходи с армии, выходи, начинай заниматься, выходи, выходи. Мы вот ругались очень много вот в этом плане, потому что он не выходил. И он что-то его там держало, вот, скорее всего, ему просто было страшно. Страшно, а выходить-то куда? Чем кормить семью? Куда выходить? В неизвестность выходить? Чем мы будем платить за квартиру? Что мы будем есть? Моя зарплата 4000. А кто поддерживал тебя, когда ты сама поддерживала мужа? Дети, наверное. Своим родителям я не могу сказать, что мне так плохо. Я не хочу их расстраивать. Они там, в России, и им тоже трудно. Я не могу к ним поехать. Я не могу все это как-то вот бросить и сорваться, например. Хотя я ездила к ним. А они знали о вашей ситуации? Ну, как бы, да, я стараюсь их оберегать, я им все полностью не рассказываю, так, чтобы они сильно не переживали, потому что все-таки не хочу, чтобы они переживали. Как ты все это пережил? А это меня кушало. Какое-то время меня это очень хорошо кушало, потому что если задуматься о том, что куда я эти деньги мог вложить в другое место, например, даже потратить на себя, оно психологически тяжело, поэтому я об этом просто не думаю. Я просто сразу же отбросил. Это было тяжело именно, оно начинает съедать изнутри, типа сколько потеряно сил, сколько потеряно средств, сколько именно долгов, сколько еще с ним бороться. А с другой стороны, потом уже происходит мысль, хорошо, если я сам себя съем, чем это поможет моим детям. То есть в моменте ты просто это отбросил в сторону? Да, какой смысл теперь сожалеть, как говорится, рвать волосы и все остальное, если все равно нужно как-то двигаться дальше. Нужно что-то делать завтра. Поэтому по этой причине я подумал, посидел, думаю, ладно, хорошо, что я могу сделать дальше? Возвращаться в автохуй не хотел, поэтому я подумал, стану водителем автобуса. Во время Милуима я пошел сдавать на права. Это была большая ошибка. Почему? Права автобуса – это учиться с 9 утра до 4 вечера. Договорился с командиром. Я выходил в ночные смены. Я делал весь период, который я делал в армии, я делал ночью, а утром я уезжал. После ночи уезжать учиться, я спал по 2-3 часа в день. У тебя получилось? Да, у меня получилось это. Но в середине я уже понял свою ошибку. Уже было поздно. Я уже думал, ладно, я закончу, потому что после периода приехать я спал в машине на стоянке. Буквально час-полтора, потом я заходил, пытался учиться, пытался понять, пил кофе один за другим. Потом я возвращался оттуда, я возвращался в армию. И в это время, как бы в 4 ты заканчиваешь, пока ты вернешься 5-6, у тебя есть несколько часов, потом что-то происходит, что-то случается, ты выходишь в патруль, как бы в Сиюр, у тебя 8 часов Сиюра, ты уже никакой, но ты не можешь спать в нем. Это было тяжело. Ты прям какой-то суперсолдат. Это было тяжело, я понял, что таким образом, если что-то случится, от меня будет очень мало толку, потому что к концу недели я уже, как правило, был никакой. А сколько надо было учиться? 2,5 месяца, с воскресенья по четверг. Как ты это осилил? Не знаю. И ты прошел экзамен с первого раза? Меня подняли, я приехал учиться, сказали назад, Пиго Угдумим, мы закрываем Кфарим, мы закрываем в это, но тебе нужно вернуться. И не важно, что ты после ночи. Я вернулся назад,
Из-за этого я пропустил день, я пропустил 2 занятия. Меня протянули 4 месяца после уже учебы. Меня протянула учеба очень сильно. Так, чтобы восстановить эти 2 занятия, по закону ты должен провести 100% занятий. И вот я ждал, когда мне дадут эти 2 занятия. Потом я сдал теорию со 2-го раза, но это была моя ошибка. То же самое, как и Каратарехи, была тоже моя ошибка, потому что, как говорится, если сдаешь, не исправляй. Вот то, что 1-й раз ответил, так и оставь. Я исправил. Все, что было правильно, я исправил на неправильное. Я потом смотрел по ответам. Все, что было правильно, я исправил на неправильно, поэтому не сдал. 2-й раз я не стал исправлять. Поэтому я сдал без единой ошибки. А Каратарехи там были ошибки, но я сдал со 2-го раза. Я не представляю, как это вообще возможно. Во-первых, пережить вот этот момент с бизнесом. Был переезд квартиры в середине. Вот это было тяжело. Это был переезд квартиры, когда я просто упал. Также я между Мишмарот перевозил квартиру, возвращался домой, я привозили. 1 день помогли мне луймики, а потом я просто посчитал, что типа нормально, что там осталось. Несколько шкафов по мелочам. Оказалось, что не несколько шкафов, это было очень тяжело. И физически я надорвался. Я вышел в Сиюр, меня заштормило, я начал болевать, не стало в этой. Мой командир, видя это состояние, говорит, езжай домой. Он меня просто снял с Сиюра и отправил спать. А вот территориально, где ты служил? Я все 2,5 года просидел в Айоше. То есть ты 2,5 года прослужил в армии? 987 дней, ни разу не выходя никуда. Ну как бы были Хофашем тут, Хофашем там. Это жесть. Первый раз встречаю такого человека. Есть люди, которые дольше служат. А я служил полгода, и я думал, что я долго служил. Не, есть люди, которые дольше служат. Как бы у меня просто получилось, я на самом деле испугался, когда была возможность выйти, я просто перешел на самом деле в другой ГДУТ. Если меня призовут, если я получу завтра с Авшмона, я также соберусь и уеду. Куда бы это ни было и где бы это ни было. Это типа психологический момент, что тебе легче пойти служить, чем вернуться обратно и разбираться со всеми проблемами. Нет, это на самом деле не легче служить. Служить тоже тяжело. Например, сейчас, если мне скажут, если я получу в Шмоне, будет тяжело поехать. Но я просто поеду по нескольким причинам. Во-первых, значит, я понадобился там. Во-вторых, я не могу оставить свой махлаку также. И это не то, что легче. Но у меня был период, когда я просто не хотел выходить с армии, потому что я боялся. Я не знал, куда выходить. У меня была куча долгов. И тогда еще не началась процедура банкротства. У меня тогда был арестован счет. Я просто не понимал, куда мне выходить. Я тогда еще не сдал на права на автобус. Я тогда не знал. Я просто думал, хорошо, я выйду. А что мне делать? Кидаться с моста? Весь под поезд. Я потерялся. Было такое желание? Не то, что было. Я просто реально не знал, что делать. Я просто был в прострации. Я просто не знал, куда, что, почему. А меня останавливало по большей части многие вещи. Семья. Вот после всего произошедшего, что ты чувствуешь, когда его снова вызывают в армию служить? Я злюсь от этого, потому что я считаю, что государство должно помогать своим солдатам, особенно таким, которые вот так себя полностью отдают. И это неправильно, когда их бросают 1 на 1 с этими ситуациями. Ну вот он ушел в армию, ну должны же быть какие-то юристы, какие-то армейские, я не знаю, нотариусы, какие-то, хоть кто-то, кто должен говорить им, давай, вот подай документы сюда, Просто хотя бы подсказывать, какой-то ориентир давать. Ну что ж вы его бросаете одного? Я удивлена, что нет вообще никакой помощи. Вот здесь у нас в Баркане, у нас есть одна женщина, это великий человек. Просто она помогает всем на свете. Пожилым, солдатам, детям с особенностями. Она организовывает все. Она учительница в нашей школе. Но она не преподает у дочери, но вот она просто по профессии учительница. Она просто человек, который всю себя отдает вот этому вот сообществу. Она нам организовала, я не знаю, как она это сделала, я не знаю, кто это делает. Я ее спрашиваю, она говорит, успокойся, это все для тебя. Мы каждую неделю получаем продуктовую помощь. Нам присылают такую коробку с флагом Израиля. Мы там получаем на неделю как бы для семьи питание. То есть там консервы, шницели, овощи и там, масло растительное и шоколад. Вот это мы получаем такую продуктовую коробку. Кто нам ее дает? Почему нам это дают? Я не знаю. Она просто не дает нам никаких ответов. Она просто звонит и говорит, вы спустись, я тебе коробку привезла. Она собрала большую сумму для адвоката. Она писала во все инстанции. Это тот человек, который вот нам очень много помогает. Но как дальше, вот чтобы к ней обратиться, что она сама не знает. Она сама реально не знает, что делать нам дальше. Но это человек, который нам очень много помогла. Но она помогает людям. Это вообще, вот когда была война с Ираном, она ездила по поселку на своей машине и поздравляла детей с Пуримом.
Просто вот она тут включила громкоговоритель и кричала: выходим. Дети были счастливы, они одевали эти костюмы, к которым они готовились. Вот Пурима же не было, а они же готовятся, для них это просто трагедия. Моя дочь ревела, мы ей с ней шили этот костюм, и вдруг этот костюм некуда одеть. И вот мы выходили на улицу, а она вот конфетку дарила, потому что, ну, что же, со своего кармана всему поселку. Но потом они сделали видео, когда дети, ты смотришь на эти глаза детей, хоть что-то, хоть какой-то праздник, она это организовывает. У нас Азака, она сразу же, ты открываешь WhatsApp, так, дети, давайте поем песню все вместе. И мы вот видео все поем все вместе, чтобы детей отвлечь от этого. Просто такое сердце у этого человека, это вообще... Какие ошибки ты признаешь за собой и за мужем? Я должна была настоять, я должна была сесть с ним, поговорить и настоять, чтобы он сначала разобрался с бизнесом, а потом дальше мог бы продолжить служить. Я должна была это сделать, но я не сделала. Я так была напугана всей этой ситуацией вот в стране. Мне было страшно, мне реально было страшно. Я боялась, что я видела эти кадры 7 октября. До такой степени у меня было оцепенение, а мне нужно было выйти из этого и заставить его продолжить бизнес, а не армию. Что ты ответишь людям, которые скажут, что нужно было просто лучше страховать бизнес? Я скажу, что они правы. Нужно было. Это наша ошибка. Мы сэкономили, мы не думали, что может так быть. Действительно, нужно было больше об этом думать, чем мы. Как-то мы халатно отнеслись к этому. И вот это наша ошибка большая. Что ваша семья потеряла помимо денег и оборудования? Да не, больше ничего не потеряла. Мы продолжили быть вместе. Да, мы ругались, у нас даже были такие разговоры про развод, даже было такое. И мы говорили, что раз мы друг друга перестали понимать, я говорила: выходи из армии, он говорил, что нет, я не могу. И вот на этих конфликтах у нас как-то один раз, наверное, промелькнула такая фраза, что все, давай разведемся тогда. Но я понимала, что я не оставлю его одного. У меня были мысли, я думала, что вот я дойду с ним до конца, вот он уйдет с армии, выведет из этого бизнеса и все. Но я понимаю, нет, нет, не уйду. Я останусь с этим человеком до конца. Где, по-твоему, закончились твои предпринимательские ошибки и где вот началась ответственность системы? Что система не помогла в нужный момент? Во-первых, система я так и не понял насчет того же самого бизнеса, который помощь бизнесу во время войны, который во время Милуима, что все призваны, все полностью как бы хорошо. Государство мне не помогло. Например, есть такая вещь, Мокет Шлош Мошишим, Милуим. Я разговаривал с ними, они говорят, что нет, тебе государство обязано помочь, как бы обратись к тому. Ты обращайся к бухгалтеру, бухгалтер чешет затылок и говорит, типа, я не знаю, такого нету. Такой даже опции нету. Я говорю опять в Мокеде, там люди с Масахнасы, которые помогают там все полностью. Я говорю с ними, говорят, тебе должны помочь, как бы с Масахнаса. Я вот открываю твои дела, я открываю по Ханпэй, и открываю, говорю, да, тебе это. Во-первых, я самостоятельно в бюрократии ноль. Мне очень тяжело. А тут получилось, что я просто не в состоянии, как бы, я обращался к многим бухгалтерам, но даже не нашел, кто бы мог помочь. С каждым, с которым я разговаривал, они говорят, хорошо, давай. Многие бухгалтеры просто говорили, это смело мне, мы не будем этим заниматься, это слишком дорого, это слишком муторно, это мы ничем не заработаем. А самому я даже не понимаю, как это делать. А потом я просто, когда ты уже начинаешь бороздить банкротку, дальше какой смысл? То есть, как бы просто все отпустить и начать жизнь заново? Да. Раз государство не помогло, в этой ситуации я уже сделать мало что могу. С одной стороны, жалко, хотя, учитывая все эти ошибки, которые были, все полностью, как бы, можно было бы начать сначала опять. Но, во-первых, не на что. Во-вторых, сил, сколько было вложено, все полностью. С одной стороны, хочется, с другой стороны, я не уверен, что я второй раз потянул это. Потому что конвейер тот же самый мы собирали самостоятельно. Не нанимал людей, я и двоюродный брат, мы вдвоем собирали. Он мне очень сильно, на самом деле, помог. Реально очень сильно помог. Без него бы я даже не собрал. Я бы в жизни бы не смог. Получилось, что ты ушел защищать государство, а государство не защитило тебя? Да, примерно так. Ну, как говорится, будь на их совести. Какой помощи от государства вам не хватило больше всего? Не финансовой, нет. Именно вот этой вот какой-то юридической помощи. Выйти из ситуации, просто выйти. Мы не отказываемся платить по долгам, да, но опять же, человек не виноват в том, что он ушел. Он не виноват, что у него копится арнона, копится, допустим, по кредитам. Не он же сам начал эту войну. Но должен же быть какой-то механизм, который вот это вот снижает, вот этот вот замораживает эти долги. Он же не просто отказался, сказал, я не буду платить, пошел там гулять, по заграницам ездить и прочее. Это разное банкротство, разное. Он ушел в армию, он ушел защищать это государство, которое теперь на него повесило этот долг. Я считаю, что здесь государство не право здесь оно. Считаю, что государство должно нам помочь и пойти ему навстречу. Как-то списать эти долги. Но не потеряет никто от этого.
То есть как бы долги копятся, Ну, как будто он не хочет платить, а он просто Да. служит на Милуиме. Да, а он же в этот момент служит. Вот у меня однажды был такой разговор, опять же, в интернете. Война как раз была, вот у меня, я еще в таком настроении, вот о том, что без конца эта война не заканчивается. И вот она вот там вот рассказывала про семью, что вот типа она не знает, как вообще вот вы, девушки, живете с мужем, если он там не зарабатывает какую-то там огромную сумму. Там вот. Она, лично я ни на чем не экономлю. Мне так обидно стало с этого почему-то. Я ей написала, ну вот мой муж сейчас на службе, и вот таких, как он, их очень много. И он, как и все остальные, защищает тебя. Почему он сейчас вот бросил бы и он, и второй, и третий, и сотый, и все бы они бросили бы эту службу и пошли бы, как твой муж, дальше зарабатывать, чтобы я могла не экономить больше. И куда бы мы все, и ты, и я бы сейчас пошли? Ты уверена, что не случилось бы сейчас то, что было 7 октября? Они защищают нас всех, и тебя, и меня, и соседей, и всех вокруг. Они же защищают. Почему к ним такое отношение? Они же столько себя отдают, они устают. Это же мне, например, вот этот бронежилет, в котором он ходит, мне его даже не поднять. Они бегают, они арестовывают в них террористов. Здесь в Самаре их столько. И что она ответила? Она извинилась. Просто сказала, извини, я не это имела в виду. До нее это не дошло, просто она не стала спорить в интернете, да. А типа это было в комментариях, да? Да. Вопрос банальный. Считаешь ли ты, что страна отблагодарила твоего мужа? Нет, нет, благодарила, нет. Я считаю, что должны как-то благодарить. Мы не совсем, конечно, в нищету ушли, да, то есть зарплату он получает какие-то манаким, да, мы можем поехать, например, отдохнуть в Элат, мы можем, опять же, когда? Вот вопрос. Продуктовую корзину мы получаем. То есть как бы государство все-таки заботится. Но есть индивидуальные случаи, и он не единичный. Я думаю, что есть еще, которые потеряли там все. И в этом плане должно государство помогать. И плюс психологическая помощь очень должна быть. Они не выдерживают, им очень тяжело. Столько времени быть милым, это очень тяжело. И причем всем должна быть помощь. И мне, наверное, тоже, как жене милуимника, должна быть помощь. Они предлагают, конечно, иногда, но, во-первых, на иврите для меня тяжело это все выслушать. Плюс я не смогу с человеком открыться на иврите, мне это трудно. Но опять же, армия должна интересоваться семьями тех людей, которые так долго находятся в Милуим, потому что у нас, например, моя дочь, она особенная, да, особенный ребенок, которому нужна помощь от государства, в первую очередь, от той же ревахи. Но мы ее не можем добиться, потому что не можем. Должна быть какая-то привилегия, мне кажется, потому что мой муж столько времени провел в Милуим. Ну дайте нам хоть какой-нибудь вне очереди, хоть что-нибудь. Нет, ничего нету. Если бы вот все вернуть назад и зная, чем все закончится, ты бы пошел на Милуим? Да. Почему? Потому что это безопасность моей семьи, это безопасность моей страны. Я считаю, что на Милуиме я многое делал. Я участвовал в Маацарах, я участвовал в Зумот. Я считаю, что да, и то, что мы делали, это предотвратило многие вещи. В моменте, вот когда все это произошло, можно было как-то спасти бизнес? Если бы не было пожара, я бы мог спасти его. А если бы ты был здесь, например? Не, пожар от меня не зависел, если даже не важно, где я был. Пожар бы так и так бы все уничтожил. В этой ситуации спасти бизнес уже почти нереально. Я думаю, что с тем предположительным доходом, вот уже планировалось, как бы мы уже понимали, что он будет, этот доход, можно было. Если пожара не было, он бы мог. Пожар сгорело все оборудование. Если бы оборудование не сгорело, то можно, конечно, начинать работать. Стоила ли служба такой цены? Сложный вопрос. Не знаю, как на него ответить. С одной стороны, я понимаю, что, опять же, кто, если не он? А с другой стороны, нужно было все-таки меньше. Все вот здесь вот ловили, когда этих туристов и все прочее. Вот оно вот прошло, и нужно было выходить с Милуим и продолжать бизнес. Я думаю, что не нужно было затягивать столько времени и служить. Каким ты видишь будущее вашей семьи? Сложно, опять же. Потому что мы сейчас в подвешенном состоянии. Мой идеальный вариант, что если бы хоть кто-нибудь нашелся, какой-нибудь человек, который взялся бы нам помочь юридически, чтобы нам просто сказали, какие документы, куда пойти с ними, где подать на то, чтобы вот это вот банкротство это вот запустилось, или как это не банкротство, чтобы закрыть эту фирму. Мне бы хотелось найти такого человека, который бы просто бы помог, именно словесно хотя бы. Ну и жить уже просто спокойно, без бизнеса. Ну, может быть, когда-нибудь нам еще какая-нибудь идея придет в голову. Если бы случилось бы такое чудо, вдруг у нас были бы финансы снова открыть бизнес, я бы открыла бы еще раз.
правда, потому что мы уже бы не совершили бы тех ошибок каких-то там, сделали бы меньше помещения, но уже со своими знаниями, уже с набитыми шишками, так сказать, мы бы этот бизнес подняли бы очень. Ну или если найдутся люди, которые вдруг решат, что Синтепон, а это действительно золотая жила, я точно знаю, сами могут открыть, как бы мы бы направили в нужном направлении этого человека, ну, конечно, бы за плату, то есть как бы помогли бы открыть весь этот бизнес. Мы уже знаем просто, как, что надо делать, как это все происходит и что не надо делать. Ну, рано или поздно закончу процедуру банкротства. Сейчас я работаю. Как бы не спорю, водитель автобуса, возможно, это не вау что-то. С другой стороны, я знаю, я также продолжаю ездить, я продолжаю жить, я продолжаю находиться со своими детьми, я продолжаю находиться со своей женой. Поэтому будем жить, как было до этого, когда-то давно, до бизнеса, до всего. Какая точно сумма ущерба и оставшихся долгов? Сумма вложения была около 2 миллионов. Долгов осталось примерно столько же, около 2 миллионов. Какие компенсации твоя семья запрашивала и какие официальные ответы получила? На самом деле там 1500 их как бы заплатили и все. Компенсации, которые я запрашивал насчет фирмы, я запрашивал, ну там получился пинг-понг. Окей, что Шашим говорит, тебе положено, тебе нужно говорить с бухгалтером. Бухгалтер говорит, я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Это все долго, это муторно, и тебе там ничего не положено. А ты не пытался через армию, через командиров? Я пытался, разговаривал с командирами, они тоже как бы в большинстве случаев, когда они слышат всю историю, всю подногону, они сидят через затылок и говорят «Вау». И все. На самом деле командиры пытались помочь. У меня есть люди, которые с Милуима, то же самое, которые адвокаты, которые они говорят, если тебе нужна будет помощь, обращайся, мы как можем, поможем, но в этой ситуации мало что можно сделать. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.